Всем привет! Сегодня хочу показать вам еще один вариант новогоднего панно с елочкой. Этот вариант базируется на том же варианте, где мы из пучков хлопкового шпагата делали елочку. Я думаю, вы его видели. Нам также для начала потребуется 12 отрезков по 1,70 м. Мы их складываем пополам и будем крепить лицевым креплением. У меня отрезки — это плетеный шнур. У вас может быть что-либо другое, это вообще будет неважно. Палочка у меня около 17 сантиметров, у вас тоже может больше, может быть меньше. Если вы посмотрите мастер-класс, то потом на самом деле сможете определить и либо расширить это панно, либо сделать еще меньше. Но мне кажется, оно и так такое миниатюрное. Пока что надеваем все наши отрезки, а потом приступим к плетению. Для начала берем 2 отрезка и будем плести квадратный узел. Делаем дугу сначала слева, нить сзади 2 нитей продеваем в эту петлю, потом делаем петлю справа и точно так же нить левую в эту петлю выводим. И у нас получается квадратный узелок. Продолжаем делать первый ряд квадратных узлов. У нас их должно получиться 6 штучек. Вот, и мы на самом деле далее будем делать второй, третий, четвертый и так далее. У меня вышло около 14 рядов. Вот, чтобы у вас получилась такая же елочка, то вы делаете лучше 14 рядов, как и я. Кстати, оставлю вариант той елочки под видео, ссылку, и в подсказках здесь тоже все будет. Надеюсь, что с квадратными узлами у вас не возникает никаких проблем. И если вы делали тот вариант елочки, то я думаю, что научились на них. Если же нет, то у меня есть онлайн-курс на ютубе, он бесплатный, где я максимально подробно все объясняю, и там целых 2 урока посвящено узлам. Тоже все под видео, будут ссылки и все, что нужно. Как вы заметили, второй ряд мы соединяем первый со вторым узлом и так далее. А третий ряд мы уже повторим как первый, а четвертый будет как второй. В каждом четном ряду на 1 узелок меньше. После того, как мы проплели 14 рядов, я беру обычный вязаный шнур, где-то 1,5 метра. И сейчас в третьем ряду нахожу середину и вытаскиваю один конец. И сейчас начнется самое интересное, потому что мы просто начнем как бы рисовать этой нитью. Просто повторяйте в те же дырочки, что и я вывожу. Если вы занимались вышивкой когда-либо крестиком, то вот всегда вышьешь, а потом ты делаешь какие-либо окантовки, да, ну то есть там черным цветом, еще каким-то очертания. И это очень похоже на самом деле на вышивку сейчас, то есть мы между наших вот этих дырочек пытаемся сделать силуэт елочки. И мне кажется, что он у меня получился достаточно интересным и красивым, ну и ровным, естественно. Вот, поэтому я рекомендую вам тоже повторить, и это правда выходит максимально мило и красиво. Возможно, это пойдут на подарки какие-либо, или вы захотите сами для себя сделать.
какой-либо вариант. Я надеюсь, что у меня будет много еще вариантов елочек, и вы сможете выбрать любой мастер-класс и сотворить сие чудо. А пока что продолжаем продевать нити. Ну, как бы у нас середина, да, вот в центре, и вниз пошли, и делаем треугольнички. Просто, мне кажется, и ничего сложного тут нету. Так, ну вот, у нас елочка получается такая трехъярусная, и сейчас я хочу перейти к стволу елочки. И вот этим же зеленым цветом я его проделаю. У меня будет цепочка из квадратных узлов. Для начала, вот как вы видите, центральный этот узелок я распускаю, и на 2 нити буду поверх зеленым своим шнуром навязывать и проплетать цепочку из квадратных узлов. Буквально 4 узла квадратных. То есть мы сначала делаем, как мы с вами делали в начале панно, а потом каждый раз меняем дугу, то есть чередуем, чтобы у нас получилось перемычки были слева, справа, слева, справа. Вот. И на самом деле на этом наша елочка с вами готова. Остается только подрезать лишние отрезки, которые, ну, у нас висят. Надеюсь, что у вас они не слишком длинные, но можно оставить, кстати, длинные, тоже будет интересно. Я еще решила добавить и украсить бусины, то есть можно приклеить прям. У меня вот такие вот красные бусинки. Приклеиваем на елочку, и получается, ну, просто восхитительно. Мне с елочками как-то в этом году прям нравится работать. Вот такая елочка в итоге получилась. Я очень рада, что вы посмотрели мой мастер-класс. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Мне очень приятно, что вы посмотрели. Пишите в комментариях, будете повторять, не будете, как вам эта елочка. Мне будет очень интересно почитать. Ну и до встречи в новых видео. Надеюсь, они будут очень скоро. Пока-пока.